еще раз, чуваки. Всем доброй ночи. Кто подошел, вернулся. Всем привет. С легким паром. Откуда вы знаете, что я ходил туда? Вы этого не видели. Вы не могли это увидеть. Замечательное PC-гейминг-шоу вас ожидает. На Твиче, конечно, происходит вообще какое-то веселье, я так понимаю. На канале Твича. 4 минуты остается. I'm coming back. I left you alone. I'm coming back. I'm coming back. I just wanted to dance on the bar. I will never stop you from greatness. I just want to dance on the bar. The bar is clearly it's danceable. Я, кстати, зашел на канал именно Е3 и охерел от какого качества стрима там по сравнению с каналом Твича. Там намного все лучше. Так что Твич, конечно, в этом плане что-то как-то... Что за хуйня? Чат-бот. Oh, he's so happy. I like a happy CB. Me too. That is fantastic. He's so happy. Oh, I only know one thing. I want to kill chaos. What? Oh, yeah, he's me. Oh, okay, yeah. He's me. Типа челики отвечают боту, и он вслух зачитывает. Очевидно, что там премодерация какая-то есть, наверное. Now, CB, you were just being so good. But CB's happy for the Че на PC Gaming Show ждем? А консоль от Valve? В основном, да? Или что еще там может быть? Ну, основное, я думаю, индюшатин. Не думаю, что стоит ждать чего-то такого. Хотя, может быть, это будет не обязательно на PC Gaming Show, а Future Games Show. Рассказов про унылые игры. Я надеюсь, не будет в этот раз какой-нибудь Warframe сраного и так далее. То есть там миллион рекламы. По-моему, в PC Gaming Show всегда было миллиард рекламы. Вот в чем проблема была. Да. Интересно, как забрали большие ребята. Посмотрим. Не будет. Это что, звук Дискорда был сейчас? У меня вроде вырублено звук Дискорда. Это не у меня, чуваки, это у них. Да, 100%. Это не у меня. У меня вырублены все звуки Дискорда. Туду, да. Великолепный Twitch. Спасибо большое за триггер людей. Это у тебя. А, так это у тебя, Аксон. Ясно все. Ну вырубай. Что за хуйня? Конфу мешаешь смотреть. Готовы к Glorious PC Master Race конференции? Я готов. А вы готовы? А, чё, конфа будет ровно 1,5 часа идти или час? Потому что Future Game Show, я не знаю. Досидим до Future Game Show. Да сколько она по расписанию? По Москве. Сейчас я гляну. Она в 2 часа. Окей. Здорово, Макич. Что это такое? Шо? Где звук? Нет звука. Типа в космосе нет звука? Ну, здорово. Прикольно. А, что? Алло. Найс, понятно. Прикольно. Не, ну балдеж, что могу сказать. Бля, это у меня погануло что-то или что? Аудио, нет, это не у меня. Я просто всегда боюсь, что это какие-то у меня проблемы, блядь. Сорян, чуваки. Твич обосрался. О, неужели? Вернули. Но что-то все лагает, пиздец.
Это же просто записанное заранее видео. Как можно запустить видео, и чтобы у тебя не было звука? Situation calamities. Sean! Situation calamities. Situation Do something! Do something! Countdown to the extinction of humanity begins. Oh, Deadbot, no! We have so much to live for. I'm pretty sure Half-Life 3 is gonna be announced this year! Это девушка-акула. Мемная. It is so good to be back, gang. Они едут на видеокарте, типа, или чё? Aye, aye, Captain. Happy to be remotely on board, Sean. Well, I'm so glad you were able to finance this year's PC gaming show by, you know, selling all those black market graphics cards you've been hoarding. Да, шутки про видеокарты. With absolutely no real-world consequences. Hey, Frankie, wait a minute. Is that a 65-ton catapult mech model CPLTC-1 as featured in MechWarrior 5 Mercenaries? Sean, I always knew you had immaculate taste. It most certainly is. Кринж-конференц. Can't wait for this year's significantly Это more weaponized полнейший PC game show to кринж. go off without a hitch. Which reminds me, Deadbot, can you run a quick hitch scan? Yes, Sean. Of course, Sean. Running hitch scan. Oh, and I also want to warmly welcome someone. Реклама, но new. PC Gaming Show Welcome. всегда наполнена рекламой Hi, одной. everyone. I'm so happy to be here and look forward to bringing all of you fresh new PC games and hardware. Hitch scan complete. PC Game и железо какое-то еще будет. 13,908,665 possible futures. Hooray! Yeah! So what's the plan, Cap? Well, Frankie, Deadbot's gonna send you the coordinates for your first target, now. Your targets might be exclusive interviews, trailer premieres, or any number of amazing new computer games to beam down to the fine people Она on еще Earth. интервью будет проводить. Mission received. Now, this is gonna continue until all the targets required. То есть 90 минут будет идти конфа. And without a hitch. Я Isn't правильно that понял, right, если... Deadbot? Yes, no hitch is located, Sean. Not a single hitch in sight. But first, let's teleport down to the stage to check in on E3 happenings. The only reason we're allowed to legally be back on Earth. Телепортация. О, более традиционно теперь все. Planet Earth. Great to be back, right? Am I right? One of my favorite planets in the А, у whole них спонсор galaxy. Intel и MechWarrior, понятно. And thank God that teleporter was conveniently built just out of frame of camera. Mika, are you ready? I'm ready. Well, ladies and gentlemen, hello and welcome to the PC Gaming Show 2021. It feels great to be back on a live stage once again. Over the next 90 minutes, we're going to bring you a showcase of some of the most exciting upcoming PC titles with world premieres and exclusive interviews. And if World dozens of premiere. new trailers wasn't enough for you guys, later in the show, we are going to tell you how to win a custom MechWarrior 5 themed PC. Не-не-не, powered by MechWarrior Intel. себе So оставьте. you're gonna want to stick around for that. Гонных индюшек. Now, make Да мне sure кажется, их to все уже download показали на special Горилла, но offer может быть special будет, да, promo что-то, code в throughout the принципе. show from Humble Bundle, during which О, you реклама. can get a ticket to get Civilization 6 Platinum Edition for Игра, just взявшая деньги у Галенкина, $10. спонсирует But right конференцию. now, we're gonna Может, kick Галенкин things сам off with спонсирует, not a они как copyright издатели one, какие-нибудь. probably the most Не original обязательно же entry сама in игра. the Battle Royale genre this year. Let's go! О, хуета. Это, я думал, короче, это экшон игра нормально, а это, оказывается, Battle Royale, чуваки. Прикиньте. Я даже в виш-лист ее добавлял, но забил хуй. Так и не понял, в чем прикол. Игра выглядит как кал. Видел, стримеры некоторые за бабки играли. Рекламировали. Хз, в чем прикол. Он вроде годный. Да не знаю. Такое. Я не фанат батл роялей. Просто вообще. Его изначально просто рекламировали. Чуть ли не как там какой-то Souls-like, а это прям батл рояль просто. Причем это тоже как будто реклама, по сути. Игра-то уже давно доступна. Вау, пила доступна. $20.
херня. You are watching the 2021 PC Gaming Show, and I am the new cloud-based deadbot. I am streaming. Пиздец. Че за хуйня? А реклама-то закончится, не? Сегодня. Какая игра спонсор ты отходил? Да все, блядь, вот подряд. Это все реклама ебучая. Очевидно, что на Нараку всем похер, и что ее показывать, если она уже вышла, выходит. Во, World Premiere, первая игра. Хуета какая-то. Да. Понятно, понятно. Премьера-то, да уж, просто охереть. С такими играми поскорее реклама. Да, кажется, что и это тоже реклама, все. Что они только за бабки тебя покажут здесь. Только если ты не какой-нибудь там супер популярный инди какая-нибудь. Какой там промокод был? На что? Каких игр ждал на PC Gaming Show? Silk Song, Hollow Knight, например. Но они вроде заявили то, что их не будет, так что... Что-то типа того. Инди. Клево, клево. I'm sensing a little bit of resentment there, buddy. Has some rusted your ports? Nothing. I am happy to play second fiddle to a captain as charming and handsome as you. I have also definitely not dedicated multiple cores to computing revenge plans in a range of lethalities. Вот эти вот кринжовые катсценки и переговоры New target acquired, Cap. мне, например, нахер не нужны. Космос вернули. Ну да, надо же рекламировать мехворю. Hey guys, Steve Piggott, founder of Torn Banner Studios and creative director on Chivalry 2 уже во все играют вовсю. I'm so happy to be here at the PC Gaming Show. Че ее здесь показывать-то? Ну это опять вот реклама. Пиздец. Except instead of guns and grenades, you've got swords, battle axes, longbows, and players are fighting it out on these huge 64-player battlefields. It's all about creating those epic sword. Причем это не реклама просто, где нам показывают игру, презентуют как-то, и нам интересно, а это реально просто реклама. Ждет Габена? Возможно, будет, да. Может, он на Future Game Show будет, не обязательно PC Gaming Show. Все вышедшие игры обмусолим и 10 минут на анонс. You know, you're going to get a bit more refined medieval armors and refined atmospheres that you can then go in and tarnish it and smear blood all over, but we really want to take players into different experiences and make each of our maps. Одном из шоу будет Габен, от игр от него не обещали. Ну, консоль, скорее всего, представят, или какие-то там, я не знаю, опять Steam Machines какие-нибудь, maybe. Или какой-то... Слухи ходили про их кооперацию с консолями. Так, 17+. Tripwire — это разрабы Killing Floor, по-моему. Или это опять Chivalry? Или Tripwire — это издатель, чуваки? Кто разбирается во всем этом? То хуй их разберешь. То игры делают, то издают. Gallencourt is the first TO map that's coming out post-launch. Gallencourt is going to take us to the high medieval times or the late medieval times. Не, я бы понял, если бы это была новая игра, а это просто вторая часть уже, и типа, ну окей. You're gonna feel like you're sieging Tower of London if it was on a port where ships could dock into. You'll also be blowing up a couple ships, which is fun. We've got a ton of weapons coming in at launch. A new fighting style is really gonna change up the experience and change how you have to fight everyone. Post-launch content is something that we're going to be working on for a long time. The game is really gonna at least double in size for free.
Да, это реклама выполнил. Next up, we have an exciting look at Dying Light 2 and Блядь, Dying Light 2. Все уже видели. Еще можно выиграть ПК Мехворер, чуваки. Ебать. Что за понос? Опять какой-то повар. Рамен. Dying Light 2 выглядит клево. Да, да, усы пиздатые у Dying Light. Ну, короче, PC Gaming Show нихуя не меняется. Теперь еще только больше реклама, но она такая замаскированная. Видимо, челики берут бабки с разработчиков, с издателей, чтобы показать игры. Под видом демонстрации, хотя на деле понятно, что... Ну, такие игры, я не знаю, типа... Я хотел видеть, наверное, что-то другое, скорее. А не вот это вот. Вся E3 тупо реклама. Ну, вообще, да, в целом. Если так рассматривать. Понятно, что это бесплатная реклама, так сказать. Но я говорю, опять же, вот кому вот интересна вот эта игра, чтобы ее показывать. Нет, это какой-то роумен, как бы. Рамен, роумен. Роу это сырой. Hi, my name is Piotr Szymanek. I'm narrative director in Dying Light 2. То есть роумен это была реклама, а вот теперь Dying Light 2 вам покажем. Да, я правильно понял? Today, especially for the viewers of the PC gaming show, Сценарист. I'm gonna tell you a little bit about the Dying Light universe. So, stay tuned. Хотя и, может, Dying Light 2 тоже реклама. Begins somewhere. This one started with a virus that escaped from Haran, the city we met in the first part of the game. And вирус какой-то типа распространился, что-то про город говорит, что распространился. Remember January 6, 2025. That day, later known as Black Monday, the military ordered chemicals to be dropped on the city. Хотели сбросить химическое что-то оружие на город. The chemicals mixed with water penetrated the soil, killing plants. Ну, видимо, он пересказывает сюжет первой части, потому что я не проходил. Don't think of them as zombies, though. They are more like half-alive, suffering people who have everything that lives as a result of their pain and rage. Those who survived the chemical raid. Типа не так было. Не первая часть, но он сказал то, что помните, говорит, число, первая часть. Monsters in the streets. Nobody in their right mind would dare to come down. Well, let's say almost nobody. The exception is the main character of Dying Light 2, Aiden. But why is he braver than others? How did he develop such a unique parkour and combat skills? Как, говорит, он такой крутой, главный герой. I will gladly answer all these questions, but I'm not here to spoil it for you. Я бы хотел ответить, но не буду спойлерить. Same nightmare haunts me every night. I'm locked up with other kids. I don't know what he did to me, but he did it every day. Что-то с ним делали, когда он был ребенком, постоянно. Looking for something he couldn't find. The worst part was that he did the same to my sister. То же самое с его сестрой сделали. I'll never forget her scream when they separated us. Она постоянно кричала, когда их разделили. Что он может сделать? У них пушки, и мы... И нам было 5 лет. Огонь, взрывы, хаос. Солдаты его увезли, сестра осталась. Его Мия. Он оставил ее. Че, над ним какие-то эксперименты проводили, что ли? Охуенно. Понятно. The last thing Aiden remembers from that time is extreme pain, then a fire, and a little girl that was being tested with him. Her name was Mia. She was his sister. What happened next, after the fire,
Is Mia still alive? The following years haunted Aiden with these questions and with guilt over leaving her. Moreover, Mia is the only answer to the question who Aiden really is. Now in 2036, we meet Aiden when, for the first time during his pilgrimage, he finds a clue about how to find his sister. Aiden's path. Он все пытается, короче, до хера лет прошло, он пытается вернуть свою сестру. The difficult choices to make as well as the consequences await you. You're going to discover them all in December 2021. Окей. По-моему, кажется, что у меня сестра. Кажется, что сестра, как всегда, какой-нибудь главный злодей или еще что-то. Или не зря игра называется Stay Human, а она кажется, что какая-нибудь там полузараженная бабайка. Что еще в этих играх может быть? To your comments and reactions to what you're seeing on this year's PC Gaming Show. That is right, Sean. So you out there, keep your comments coming in. And as you're watching this year, we want to get your input on a subject that Sean and I are pretty passionate about, PC building. So this year, we've put a number of prototype PCs based on MechWarrior 5, but we're only going to manufacture one of them. And you get to pick which custom design becomes our flagship PC for this year's PC Gaming Show. Powered by the 11th gen Intel Core i9 processor. Что за хуйня? Это реклама какая-то ебучая. PCs that you see before you on the screen are paired with one of the 6 factions of MechWarrior 5. The Free Worlds League, the Draconis Combine, the Federated Sons, the Compellin Confederation, and more. So cast your vote now for which faction and custom PC you want to win, and help us pick the best design. I'm currently personally pulling for the Draconis Combine because, as you can see by my beautiful patch, I'm the biggest fan of MechWarrior 5 on PC. Пока рано говорить, что там интересно, что выйдет, 10 раз все перенесут еще раз. Летом вроде особо релизов не будет, вот осенью-то пойдут. In Humankind, you will be creating a civilization as unique as you are. And кто еще на е остался? Чего? Е? Looking kind of good, don't you think? Wondering how I got into the game? Let me show you. Типа, короче, вот эта вот ведущая озвучила вот этого персонажа. Е3? Nintendo осталось. Расписание же есть в группе. Я уж сам просто не помню, там куча всего. Но завтра будет и еще и 15-го, по-моему. То есть еще 2 дня. Это опять рекламная хуйня. Опять реклама. Это все старье просто показывает ебучее. Ничего интересного. Максимально похуй. Еще показывали что-то новое, да? Мультик какой-то. Алавар. Жесть. Это ж мобильная хуйня, не? Платформер какой-то. Каждый год придумывают новую кринжовую рекламу. Не, это даже не кринжовая, это просто реальная реклама. Take-Two покажет, что что-то может и Capcom. Возможно, возможно. Стоит ожидать, так сказать. Это игры 2025. Это хоть на игру похоже, чуваки. В отличие от предыдущих всех проектов. Какой-то стиль имеет.
They always run. Когда Sony будет зашивать жопу после Фила? Не знаю, погуглите State of Play следующий, но я так понимаю, нет еще информации. Бля, вот от предыдущей рекламы GeForce Now прошло буквально, я не знаю, 7 минут. И опять. With a library of over 900 games and new titles added every GFN Thursday, there's something for everyone and always something new. Coming up, a special blurb. Ого! But first, Orcs Must Die 3. Да, Габен, но сначала посмотрите рекламу Orc Must Die 3. Да, я в первую часть играл, по-моему, это такой Tower Defense. Кто до сих пор в это играет? Это популярно еще? Я, по-моему, играл в первую, еще какой-то было то ли вторая часть, то ли спин-офф. Но это было реально лет 10 назад уже. Come and get it. Well, it's about time. Joining me to talk about Orcs Must Die 3 from Robot Entertainment is design director Jerome K. Jones. Welcome, Jerome. Thanks, Sean. Glad to be here. So, for anyone who's never seen an Orcs Must Die game, И он мне сейчас будет рассказывать, про что это такое, да? Кайф. Well, Orcs Must Die 3 is a third-person tower defense game. So basically, there are tons of orcs and bad guys trying to get into these rifts, and the player has to stop them. Просто сказал бы, да, Tower Defense, где ты пиздишь орк. Дальше можно уже ничего не рассказывать. You can play solo, or you can invite a friend and play co-op. Now, since this is the third game in the series, what's new Они compared to заебали, previous бля. titles? There are 2 new campaigns, but the main new story campaign takes place about 25 years after Orcs Must Die 2, so not only will the fans be able to catch up on any new developments with the Order, but they will also place some new heroes in our all-new war scenarios, which are these new massive levels where Ждем Габена, чуваки. Ждем Габена. Габен, спаси нас, пожалуйста. Вряд ли Габен что-то нам будет рекламировать. Called Scramble. It's basically adding random elements against the player, making the levels more challenging. I want to know about the toys. What are the new weapons and the new traps that are coming? We added war machines and war guards. Все в смайликах Форсена почему-то весь чат. There are these massive traps, like you might release a giant tornado on the battlefield, or you'll climb into a Что, по Сталкер скажешь? А чё говорить? Показали полупререндерный ролик, и все. Я видел, уже народ побежал предзаказывать зачем-то. So OMD3 is coming out on July 23rd on Steam, PlayStation, and Xbox. Атмосфера? Блин, тот же самый Сталкер, что атмосфера. А так, это похоже на Тарков и Метро Exodus. Well, thank you so much for joining us, Jerome K. Jones. Once again, just a few more weeks to wait for Orcs Must Die 3. For now, though, it's time for us to take a look at Vampire the Masquerade Swan Song. Эксклюзив. Swan Song — это не визуальная новелла, которая по вампирам. Просто уже столько игр по этим вампирам, маскараду, что ёбнешься уже. Или это батл рояль? Ебать. Вот это, конечно, анимация, охуеть просто. Габен объявил о фестивале инди-демок. Это и есть их анонс. Ничего не объявил, не был еще Габен. You come for me and mine. But first, you need to find us.
all I want is to be with my little girl. Is that so much to Бля, такая дешевая хуйня, как в хоррорах этих на Unity, сделанных одним человеком. Что такое? Это адвенчура какая-то, что ли, сюжетная? А почему тут вампиры тогда? Почему она каким-то детективом становится? Hello, this is CERN from Passion Republic Games. We are a Опять реклама ебучая. studio working on Gigabash, a multiplayer arena brawlers inspired by kaijus and heroes. Today, Еще это эксклюзив ЕГС. Ну вы нахуй тогда. Экшен РПГ от разрывов консулу по вселенной Vampire the Masquerade. Ну, консул это было кинцо, по сути, такое. Ну, называют просто кинцом такой жанр. Где ходишь, нажимаешь кнопочки периодически, крутые еще. Эпизодическое. И это, видимо, что-то типа того будет. Правда, где там экшон в трейлере я не видел. Просто чел ходил тоже. Бля, вот серьезно. И на кого нацелена вот эта вот реклама? Неужели кто-то хочет в это играть? Или я не знаю, насколько ты должен пройти и успеть все игры, чтобы потом вот играть вот в это. Типа ты увидел роботов и хочешь играть за роботов? Это арена броулер, чуваки, если что. То есть это мультиплеерная хуйня еще к тому же. На фоне этой хуйни всякие, ну, популярность, как это, Smash Bros. Неудивительно, да? То есть не из воздуха берется. Был бы ты Нормисом, были бы три друга. Я бы играл в Smash Bros, а не в этот высер. Mankind is facing total annihilation. We stand on the verge of extinction. Infertility spreading across the globe. Humanity's last living generation. A major scientific breakthrough. Yet there is hope. Было что-нибудь интересное до этого момента? Ну, одна какая-то похожая что-то на игру было. А так нет. Ну, и какая-то игра по Masquerade Vampires. И что, Destiny? Видел предыдущий ПК Gaming Show. Да, я не помню, что там такое было. Я помню, что там тоже была реклама ебучая, но не столько много. И там было что-то интересное. Пока что ничего интересного не было. Ну, вообще понос какой-то. Тут тоже, по сути, рекламируют мониторы. GeForce Now, вот. Чем не мониторы? ПК Intel. То же самое. Были игры, которые в EGS выйдут. Не только, но да. Это опять, наверное, EGS спонсирует, скорее всего. Lemnis Gate какой-то. Joining us to talk about Lemnis Gate is the game director from Ratloop Games Canada. Блять, еще сейчас челик будет про эту хуйню рассказывать. Now, let's begin by asking, what the heck is a first-person shooter turn-based strategy game? The entire game is set inside of a 25-second time loop. So instead of playing continuously, you play for 25 seconds turn by turn. Только трейлер ремейка Маффина, вот уже что-то. Если что-то такое будет. And then we, turn by turn, layer new characters into the same 25-second time loop. So, for example, I may run down a hallway and throw a grenade, killing one of the шутер с пошаговой боевкой. You may intercept my operative before he threw the grenade. So we have Retrieve XM, Seek and Destroy, Classic Deathmatch, and we have a game mode called Domination. Can you walk me through a little bit of like what a few turns at the start of a round looks like? You can see the board, you can see the time loop, everything that's happening. And then we both get time to like observe, plan, and then execute our moves. When and where can we play it? So Lemnis Gate will be launching on August 3rd. It's open for pre-orders right now on Steam. And we're coming up to a open beta in July. Чуваки. Предзаказывать. Очень хочется. Как же хочется поиграть в Lemnis Gate. Once again, that is the genre-bending, first-person shooter, turn-based strategy game, Lemnis Gate. Now, we're not the only one marooned in the stars out here. Coming up next, let's take a look
at Next Space Rebels. And this no man's land has a Бля, что это за хуйня опять? Ой, бля. Next Space Rebels. Была же какая-то игра по запуску в космос ракеты, там все такого. Я забыл, как она называется. Она очень странно выглядит просто. Да, точно, Kerbal Space Program. Точно, точно. Вот она. А это какой-то кринж, короче, я хуй знаю. Прям пиздец. Пиздец. You up for it? Then come on in. You guys just saw Next Space Rebels. And hey, if you play enough Нет, я видел опять рекламу. building rockets to join us up in orbit. But don't do anything illegal like Day 9 did. Last break, we set up our Intel and MechWarrior 5 custom PC contest at home to vote for the winners. Well, we're just down to 3 houses now, with Davion, Russell Haig, and Liao being eliminated. So, rip to those factions, press F to pay respects, etc., etc. Now that means that we only have 3 houses left: Karita, Steiner, and Merrick. So make sure to vote now, because the winner will determine the build of the custom Mech Warrior 5 themed PC powered by Intel. So let's keep the show moving. And next up, it's a brand new medieval RPG. This is War Tales. 100 years have passed since the rise of the Edoran Empire, and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a Я что-то не расслышал, это РПГ или стратегия? Или стратегическое РПГ, поэтому я не понял. РПГ. Вау. The War Tales. Ну, это стратегическое РПГ. Все правильно, значит, я услышал. РПГ, пацаны. Пиздишь волков. Копьем. Эпический момент, который стоит показать в трейлере. Да. Ну, тухловатенько, я хуй знает. БВР запускали ракету. На кого она упала? Скорее всего, ни на кого, а сгорела нахуй. Ждать стрим? Чего, это игры? Конечно, конечно. Блять, только что ты мне эту хуйню рекламировал, и опять. Блять, прошло буквально 1,5 минуты. How about another game announcement? This is E3 after all. And this year's PC gaming show is so full of games set in space. Full of games? Ну да, ну да. In space. Космические игры у нас одни тут. It is the world exclusive reveal of Ixion, a deep settlement management game set in the stars. In Ixion, you struggle to maintain a space station, stockpiling resources. Короче, какая-то менеджмент-игра про строительство в космосе опять. Я могу заранее сказать, что это хуета. Ну, мне не интересно. So, here is your first look at Ixion. Я думаю, подряд кого хочешь не пустят Airstrike, поэтому... Это все те же люди, которые раньше делали E3. Ну а так в целом, да, пожалуйста, проводи онлайн свою конфу. Есть интересные игры. Нихуя себе в космосе барбершоп, походу, открыли, чуваки.
Удобно, интересно, с такой прической носить какой-нибудь скафандр. Короче, очередной посыл. Загадили землю, съебали в космос. Мне поебать. Я не гадил на земле. Ого! Интересно такая. Можно исследовать астероид. Раньше надо было денег платить за участие 3. Так ты думаешь, здесь не платят, что ли? Здесь еще какие платят за рекламу. Я думаю, бесплатно они берут проекты, только которые им интересны, скорее всего. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the Vol engine. Кажется, у вас планета пизданулась какая-то. Ну, челики очень много времени выкупили и плюс сделали CGI ролик. И не показали, как игра в целом будет выглядеть. Молодцы. Бездарно проебанные бабки. Farlon Sales. Я проходил. Такая коротенькая игра, на 2,5 часа, по-моему. Прикольная была. Где толкаешь просто паровоз. Это новая какая-то, видимо. Тоже похожий стиль. Ну, это то же самое, походу. Только новая у него какая-то хуйня. Еще какое-то продолжение или спин-офф. Теперь мы толкаем лодку. Может, просто апгрейднутая. Теперь она может плавать, типа. Теперь ты сам плаваешь. Привет, Зик. Тушить проще будет. Да, да. Changing tides. Okay. Sean, what if for one segment I was the lead and you were my sidekick? What? Who's ever heard of a human sidekick? There are plenty of human sidekicks, Sean. Building list of known human Они просто могли поставить кудряшку, которая зачитывает анонсы. Мне вот, я еще раз повторюсь, нахуй вот эти кринжовые сценки не нужны. Могли бы не тратиться на это. И меньше рекламы взять. DevBot cannot compute. There is no known precedent set for human sidekick to robot lead. Yeah, there you go. Human sidekick, robot lead. DevBot, I think it's time for a hard reboot. Frankie, can you take over while I sort this out? Aye, aye. Let's take a look at the next game reveal. World Premiere. Лейкберг, что-то там. Не знаю, что там было вторым написано. Ну ясно, короче. Это, короче, как его, эта игра, блять, где... Европа Универсалис, по-моему, или как она называлась? Нет, это другая игра.
Контурные карты, короче, что-то типа того. Можно семейки делать и города строить. Crusader Kings, точно, да. Наверное, оно. Только индюшачье и мультяшное, видимо. Легасис какой-то. Блять, опять что ли эта хуйня? А какого хуя саундтрек из Дума играет? Они купили Мик Гордона, что ли? Или заказали похожий трек? Ебать, они покчамп метров включили. Апдейт для Killing Floor 2, да. Мне кажется, всем похуй вообще, какой покчамп метр. Нет, почему они постят покчамп, он растет? Не постите покчамп, блять. Это хуета. Пости. А это не считается, это только в чате у них на канале. Не набрался покчамп, чуваки. Забыл про GeForce Now, да. Да бля, на телеке столько рекламы нет. Сука, здесь. Ну это позор какой-то, я хуй знает. DevBot, I love you so much more as a voice without a body. Let's talk about MechWarrior 5 Mercenaries, and joining us to do so from Piranha Games is the Senior Marketing and Community Manager, Darren Katz. Thanks so much for joining us, Darren. Thank you, Sean. Great to be here. Now, the MechWarrior universe is gigantic. There's a ton of games in it. I even played MechWarrior 2 back in 1995. Бля, дайте денег за рекламу, заебали. То я сижу без денег, тут рекламу вашу ебучую смотрю. Нахуй это надо вообще? But in particular, MechWarrior 5 pays homage to MechWarrior 2 Mercenaries, but it has all this modern design and technology that I'm super excited to talk about with you today. Well, let's start at the real basics of what makes being in a mech and doing mech-on-mech combat awesome. Может, у него холодно? Какую игру надо купить? Да смотри, покупаешь MechWarrior, играешь через GeForce Now на компьютере Intel. Как-то так? Где мои деньги? Take out its leg or take out its arm weapons so that the pilot has to eject and then you can just take the mech. Now in the last few weeks I understand that there's been a whole lot of new content, both updates to the base game and a new DLC, Heroes of the Inner Sphere. Talk to me about what's in the DLC. Boy, there's a lot in the DLC. I'm excited about all this stuff. There's the new career mode. When you start with the DLC, you can import your campaign previously if you'd like to, or you can start over from scratch and start from any Нет, не думаю. Они Габена не пообещали, кстати, но специально не показывают. Видимо, чтобы ты вот этот кал смотрел. And there's a new procedural mission type called Beachhead. This is a big one for me. Beachhead is basically you're clearing an enemy base landing zone for your invasion force. So as you land on the planet, you're wanting to take out satellite installations so that the enemy can't communicate with each other. You're taking out artillery emplacements. You're basically clearing the path, as I said, for your invasion force, which leads to a really cool ending of the mission as your invasion force comes down. And there's a new biome called Extrasolar Moon. Как вкусно. That's maybe kind of represented in the image behind me. It's a really cool lunar type setting that we haven't had before. And then there's a lot of new equipment and weapons, things like electronic countermeasures and other electronic equipment like Beagle Active Probe, Mask, which is a little like a turbo boost for mechs, new weapons like chem lasers, mech rifles. Надеюсь, что кто-то потом сделает, короче, подсчет статистики, сколько в итоге самой конфы было, а сколько рекламы минут. У меня есть подозрение, что 80% рекламы, 20% каких-то показов или роликов и так далее. Что это пиздец.
but a couple of my favorites. Familiar names in there, yeah. Yeah. So the first one I'll talk about is the Vulcan. It's a very unique mech. It's got the nickname Scarecrow, which you'll see from the profile. It's just a very unique looking mech. There's nothing else like it in the franchise. It's a 40-ton mech. Мех в форме огурца, чуваки. It's used for reconnaissance or scout missions because of its mobility, so it can get in and out fast. You can, if you're looking for a specific target, if you're on an assassination mission, for example, you can get in there, find your target, get back out. Another mech that I'm super excited about, this is one of my favorites, is the Marauder 2. This thing is a 100-ton assault mech. And it is just huge beast. Они просто это так ловко маскируют, короче, под типа как будто мы вам просто показываем игру, и вот вам рассказывает чувак. Но это ёбаная реклама, блядь. There's simple modifications from HUD changes, changing colors, adding mechs, weapons, and equipment, to full conversion mods. We've got basically a mech commander mod in development that is just amazing. That's a top-down, real-time strategy game. So really, anything. Всем похер на эту игру. Фанатам мехов, я думаю, они и так купят, знают. Как кто заинтересовался, я думаю, достаточно было 1-2 раз. Зачем? Типа 5 раз это все показывать. В начале конфы, потом еще сейчас интервью, и еще 5 раз, наверное, покажут. Было что интересно показали. Чуваки, миллиард рекламы, блядь, показали, вот что. Какая-то забавная Индия, где ты превращаешься в рыбу, в пиранью. Ну, это индюшка. Кроме майков. Майки могут себе позволить. У них-то денег дохуя. А вот тут челикам, видимо, надо как-то зарабатывать. Хотя на что в этот раз зарабатывать? То есть это просто записанные видеоконференции. То есть в лайве нет. Им не надо арендовать, там что-то презентовать. Ну хуй знает, короче. Sony съебал, все стало понятно. Блядь, да у Sony одни ебучие ролики пререндера. Сам, блядь, от их конференций никак толку не было особо. Да, плюс они тоже нихуя не показывали. Это Hello Neighbor 2 опять, игра для детей. Детишек популярна очень. Всегда помню, короче, все ждут Sony, 30 минут, нихуя не покажет, и в итоге вот и все Sony. Толку от этой Sony. Всегда у них нечего было показывать. Hi, I'm Rich Newbold, game director on Jurassic World Evolution 2. Following the incredible success of the first game, we are very excited to return to such an amazing world and bring you our most authentic experience yet. Set after the events of Jurassic World, ретроспективу посмотрите Sony 2015-16 года, когда они еще верили в E3. Мне лень этим заниматься. Я помню, что всегда хуйня была, всегда. У всех почти что. You will be building parks and facilities beyond Isla Nublar as you explore new, stunning locations across the globe. Of course, it wouldn't be Jurassic World if it wasn't for the stars of the show.
our dinosaurs, and we are thrilled to be bringing to life even more authentic species than ever before, including awe-inspiring flying and marine reptiles. So sit back and allow me to welcome you to Jurassic World Evolution 2. Пререндерит футаж, чуваки. We ignored all the warnings. Forgot the lessons. We abused our power. А мы это видели уже, помню. We played with genetics like, Ну, раз на раз не приходится, бывает годка что-то покажет, бывает не покажет, но в целом просто у кого-то нечего показывать. Мало проектов, нихуя. Here we are. Это, по-моему, было на Summer Game Fest. Devolver уже был. Devolver вчера был. Это опять рекламная хуйня, потому что это уже было. You just saw Jurassic World Evolution 2, and you know, after all your failed attempts at running a dinosaur park and getting all those people killed, I think this is finally going to be the one where you finally pull it off without a hitch. With a host of new features and new dinosaurs, this sequel from Frontier is an even deeper management sim with a brand new and original narrative. Make sure to wishlist it on Steam now. Фильм интересно про динозавров игр нет? Ну, может быть, это будет хорошее. Но это же менеджмент игра больше. So far, it seems like the chatter on social media is all about War Tales, Nautica Blade Point, and unsurprisingly, Mech Warrior 5 Mercenaries. I have a feeling, though, that may change as we have plenty more to come. Let's now head on over to see what the folks at New Blood Interactive have cooking. Take it away. Patches. О-о-о. Ну да, как же без ретро-шутера какого-то. Amityville. Короче, какой-то компиляция ретро-шутанов, ретро-игр. Мышь? Ну расскажешь, сука, он проживет через годик. Это мини-реклама, типа, или что? Я просто не совсем понял, что происходит. Нам показывают, это все старые игры, в том плане, что они уже все вышли. New Blood. Новая кровь. We hate money. Нет, это реклама, по сути. It just wouldn't be the PC gaming show without a fantastic New Blood supercut. And joining us from New Zealand is New Blood CEO Dave Oshry. Hey, Dave! Hey guys, это издатель какой-то? You know, what you just saw was what New Blood's got going on for 2021. Some stuff you might know about, some stuff you might not know about, and some stuff we're not ready to talk about. Ну, видимо, это издатели, я так понимаю. What I do want to talk about is Gloomwood. Gloomwood, as you know, is our next flagship title, inspired by great PC games like System Shock, они издают ретро-игры. Ну, новые, но... Dave, I'm sorry. That's really great, Dave. Not Bloodborne. Gosh, this is kind of embarrassing. We kind of need to hurry it up a little bit. Так а что ты сравнил Блади с Logitech? For our next video, we got an incoming message from Gabe Newell. So, Gabe Newell, I guess goodbye for this year. I'm really sorry to cut you off, but see you next year. What? I'm sorry, what? You're bumping me. You're bumping me for Gabe. Gabe, that Gandalf look, he doesn't even go here. Is everything okay, Dave? Not now, Mom. I'm upset. We spent a year on this. Where is Gabe? Where is Gabe? Where is his boat? Yeah, take me to him. Take me to Gabe Newell. Gabe. Bull. PC Gamer. This isn't over. I'm sure Dave is and will be fine. And if he's not,
Who cares? Because we have Да, a special who message cares? from Всем Gabe Newell. Take поебать. it away, Gabe. Hi, this is Gabe. А вот и Newell. Гейб. I want to thank PC Gamer for all of the opportunities it gives us as developers to connect with gamers around the world and highlight the new and exciting projects we have Спасибо, coming. что дали, говорит, One of those возможность. for us is Steam Next Fest, an event we're hosting in just a few days to give players a chance to try demos of upcoming games Демки for free. будут We'll be featuring в some of Steam. the demos you'll be seeing during this week's PC Gamer event and dozens more. Here's a look at just some of the titles to be featured during Некоторые Steam тайтлы, Next Fest. которые будут. Ну да, действительно, там просто фестиваль демок. During the week of the festival, developers from around the world release their demos for you to play. Time to put on the gamer pants. Погметр сработает, конечно, Гейба уважают, любят. Но жаль то, что он всего лишь анонсировал фестиваль демок. This is Steam Next Fest. Да. Oh, fuck, some of those look pretty good. Премьерочки. Экшончик какой-то. Какой-то экшончик. И с тобой летает тяночка-призрак. Подлагивает, правда, у них игра. А, и ты еще играешь за тянку одноглазую? Нихуя себе. Вот это да. Вот это да. Ого. Солстис. Солстис? Солстайс? 2022. Понятно. Hello, Sean. I am Devbot, dedicated to serving you and your crew's every need. Glad to have you back, Devbot. You know, Sean, I wouldn't ever want anything to come between us. Me neither? That's a weird thing to say. Like a petty disagreement over hosting responsibilities, or all-out robot versus human war. You know, it is time to look at some hardware. Here on the PC Gaming Show, you know we keep frame rates high and the raids accurately traced. Building and upgrading your rig is as much a part of the hobby as playing the games. We put our heart and soul into these machines, and if that means using enough RGB to light the Vegas Strip, who's to judge us? This year, with the help of PC Gamer's hardware editors, which I'm pretty sure they're just, weird brains in a jar, we've picked out 4 of the most exciting pieces of kit set to emerge from labs soon. First up, something fittingly sci-fi. The Impulse is a neurocontroller that aims to make you a better gamer by cutting out response times almost entirely. It's not quite Alex gravity gloves from Half-Life, nor is it перчатки для лучшего отклика, типа. Of a direct brain-to-game interface, but the Impulse is as close as we're going to get this year. Серьезно, это кто-то покупает? Ёбаный в рот. To beat your finger to the click. In theory, it's giving you the chance to nail that В теории, headshot говорит. precious milliseconds ahead Еба. of your opponent. If it works Какая out, же we could see a tech хуета. like this become commonplace in esports. And if it doesn't, let's hope our neurons at the very least remain unfried. Next up, you guys might be wondering what this chonky beast is. So allow me to introduce you to the Fanatec CSL DD wheelbase. Do you want to feel like you're really burning rubber at Daytona? Well, then you need a serious force feedback wheel. Direct drive wheelbases gets you as close to the feel of a real racing machine without, having to huff gas. Что это такое, бля? Коробка для руля? The problem with this tech has been the price, which has involved dropping real car money on your rig. So Fanatec aims to solve that. The CSL DD comes in at only $350, which still isn't exactly a bargain, but it's much cheaper than its competitors. And the CSL DD is Да, already только коробка rolling down hard 350 sim стоит. races. It might be slight overkill to use it for Rocket League, though. Believe it or not, sometimes less Не, ну если та перчатка не используется для фистинга, тогда я не знаю, нахуй она нужна. Like we all do, you don't need to drag your tower along for the ride. Just use the 1X player. A wave of more powerful processors have finally made handheld PC gaming a reality.
Inside this Switch-like machine, you've actually got an Intel Tiger Lake chip with Xe graphics. These mini machines are going to be cropping up more and more, so expect major advances still to come. Lastly, let's take a look at the Asus PG32UQX. Not the most catchy name for this game model with all of the trimmings, but it's actually one of the sexiest PC products this year. That's because this monitor comes with a mini LED backlight featuring full local dimming. The result is a screen that's not only fast, but brighter than the sun. Stare at it long enough, and you might not notice the $3,000 Да, price tag. не забудьте прорекламить на фоне рекламы монитора еще и реклама мехворера. Бля, ну это, конечно, пиздец. Да я не знаю, это уже за гранью добра и зла, по-моему. Вы, конечно, что не говорите, но это пиздец. Рекламу Твича тебе не должны показывать. Что такое, Ваха, чуваки? Или это не Ваха? Какие-то просто странные. Chaos Gate Demon Hunters. EGS Steam. Cinematic трейлер в августе 21. You just got the chance to witness Chaos Gate Demon Hunters, the newest Warhammer 40k game from Frontier and Complex Games. If you're a fan of turn-based tactics, strategic-based management, brutal combat, or you're like me and are really hyped after watching these Astartes animation 100 times, make sure to wishlist Chaos Gate Demon Hunters on Steam Тактическая игра now to get будет, да, я ready так for понял? the 2022 release. Next up, we have a trailer for Pioneer, a spooky and gorgeous-looking shooter that draws on the lineage of games like Stalker. Let's take a look. Сталкер. Ого! Так вот как Сталкер 2 на самом деле будет выглядеть, чуваки. Нихуя себе. Русская игра. Наши. Ого! Афганистан сильно изменил вас. Наверное, это тяжело нести на себе такое бремя. Испытывать бесконечную боль и терпеть ужаснейшие кошмары за весь тот хаос, который вы пережили. А вы ведь, как и многие другие, всего-навсего желали счастливой жизни, не так ли? Пожалуйста, не смотрите на меня, как на монстра. Я думаю, что я почти... А что с лицом? Как и вы. Это не Сталкер? Да ладно. Не может быть такого. Какой ценой вы хотите обрести счастье? Чистейший Сталкер, смотри, так и выглядит все. Это похоже на, скорее на Тарков с решейдом каким-нибудь. Хочешь устроить новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Истовики начнут замес бригады, и ни у кого из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. Единственный выход для нас — начать собирать Припять получается. Что-то такое? Нет. Геймплейный ролик Сталкера? Товарищи погибли. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нам нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. Ебать. Пиздец. Оно еще мультиплеерное. Ни капельки не злюсь на вас. Нет, мы с вами точно не враги. Вы не понимаете меня и не понимаете остров. Вы смотрите на меня и на другие порождения острова, как на врагов. Но мы все всего лишь друг друга боимся. Поэтому нам так плохо. Поэтому нам так одиноко. Остров дал нам шанс создать новую прекрасную жизнь. И мы даже не пытаемся этим шансом воспользоваться. Кто вы такие? Назовите себя! Мы здесь, чтобы передать вам... Чат, вы кто такие? товарищ Волков. Химическое оружие уже Назовите себя. Теперь все, что вы делаете, просто тщетно. Вы поганые предатели. Это пионер.
Говно какое-то. Time is running out to vote for А, видимо, у челиков есть бабки. Покупать рекламу. So vote now for one of the remaining Mech Warrior factions by typing into chat wherever you at home are watching. Alright, so now we've got another stack of brand new trailers for you, beginning with a special transmission from one of our favorite games based in space, EVE Online. EVE Online. Сколько лет уже EVE Online? New recruits, on behalf of Concord, I would like to welcome you to the EVE Online's Academy. Great job in surviving so far. I'm quite amazed that you actually managed to get past those pirates earlier. You're about to take on an adventure like no other. А кто это? Просто челик какой-то? Когда вкатываешься в EVE, никогда ничего делать больше не хочется. Or as an industrialist, shaping the foundations of EVE's economy. If combat is your thing, you can work yourself up the ranks as an enforcer. Or prove your prowess in a fleet as a soldier of fortune. Whatever your choice, we will lose many. Мне кажется, в эту игру играют чисто деды, короче, прям совсем деды. Ну, то есть ты либо играешь в танки, либо вот EVE Online. This is EVE. You know, it's a crazy universe where anything can happen, and however you want to do it, go for it. I'm the CEO of a industrial corporation in EVE Online. We're a 5-man operation, and we specialize in manufacturing and delivering fully fitted chips in bulk. I want to be on the side of the people who are fighting against the bad guys, and it's like a project. And you're kind of putting the pieces together by getting the skills ready for the ship and all the models, and that ship basically is the dream. You get to use cloaking devices, probes to scan down unknown parts of space. And there's always the threat of being discovered by another player who might be out hunting explorers. Your heart's racing, everything, you know, bullets are flying, ships are all over the place, and you start shaking because your adrenaline's pumping because you're gonna lose your ship. Тут реклама опять пошла. Ламбер Милл. Да. Кооперативная онлайн-игра какая-то. Я даже не могу прочитать название этой игры, если честно. Я отношусь к категории еще не дедов, поэтому я не готов. Боба, блядь. Сука. Боба. Реально Боба, блядь, какая-то сука. World Premiere. Это же было в начале, не? Или это что-то другое? Пузырек. Это квест. Tiny Kin. А что за хуйня за ним бегает? Клещи какие-то, что ли? Почему он стал маленьким? Муравьи какие-то, да? Наверное, детишкам норм такая игра должна зайти. Candy Crush или Gardenscapes. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich widzów PC Gaming Show oraz fanów gier Survivor Horror RPG do obejrzenia naszego World Premiere, w którym znajduje się ekskluzywny gameplay z misji O kurwa! czyli wielkiego finału naszej gry Czarnobylite.
Все равно болит, чуваки. Опять эта игра. We'll take our next step when the time is right. For today, let's focus on getting our strength back. А у меня сюжетка есть. Ну да. Подобие, так сказать. Я же говорю, это что-то типа Таркова, где ты высаживаешься и выполняешь миссии. И периодически можешь, как в Fallout 4, строить домик свой. Final Haste даже, видишь, называется. Постоянно в раннем доступе же был, я тогда играл. Igor, take a rad reading, will you? 3.6. Not great, not terrible. Да, да, not great, not terrible. Все мы знаем. Все мы знаем великолепную хуйню эту. Так, чё, все, PC Gaming Show закончилось, теперь ждем Future Games Show, которое 2 часа. Гейб наебав нас всех. Ну, Гейб честно пришел и рассказал ничего такого. Ну, это они наебали скорее завышенными ожиданиями нас. Но мы сами себя наебали, получается. Ого, пиксели. Не знаю, я не знаю эти названия этих игр, что это за игры вообще. Микс реалтайма и пошаговой боевки. Красивенько, чё, окей. Матой, кстати, это известный, по-моему, композитор. JRPG, что ли, писал? Знакомый, по крайней мере. Видимо, в игру ложились нормально. Может, я пойду. Чё? Сакарт. Ебать, Kickstarter компания. Понятно. Икарус. Бля, отцой беги. Чё, концептуальное различие этих всех инди-фестов? Наверное, разные люди проводят потенциально, возможно. Я хуй знает вообще. Ебать, этот Дейс какой-то ебучий. Или скорее Раст даже. Тупо медведь с одной анимацией. Помните игру какой-то про динозавров, что ли, показывали на каком-то E3? Это было на PC Gaming Show или это было на другой какой-то конфе? У стримера тоже одна анимация? Не, мне кажется, если бы меня попали стрелой, то была бы другая. Икарус. In a future of endless futile war, Шутан какой-то пиксельный. into hostile syndicate territory was your only option. In this open world RPG, from the jungle to the streets. Open World RPG. Maybe if you can infiltrate the faction
rob the syndicates. Keep your team together and stay alive. Ртутный человек вполне мог на E3 показаться. Ну да, если бы они бабок дали. Это было смешно. Но просто в том, сколько это все стоит. Макаджама. This is it, you guys. This is the final opportunity for you who are watching to decide which of these final two beautiful MechWarrior 5 themed PCs gets crafted for your chance to win, courtesy of Intel. Wherever you're watching the show, just go crazy in chat with the color, house, or two vote. But there are still some trailers left. So here. Еще трейлеры остались. А? А, ясно. Ясно. Веселая ферма, чуваки. Блядь, я видел уже эту хуйню. Я заебался, пиздец. Ой, бля. Ебал я рот, сколько можно эту хуйню показывать. Это пиздец какой-то. This has been such an amazing show so far that I must ask you, my loyal crew, what's been your favorite part? I definitely am looking forward to Vampire the Masquerade Swan Song. Oh, it's so hard to choose every year, but I think I'm gonna have to say Humankind, for no particular reason. Oh, no doubt. For me personally, I cannot wait for Lemnis Gate, because I gotta know what a turn-based strategy first-person shooter game even is. What about you, Dembot? Wait, that doesn't happen until the end. А хоть одна игра была какая-то вообще нормальная. Wait, what? Oops, system malfunctioning. Sending the next trailer now. Это я уже видел в Стиме. И это было на Summer Game Fest. Они же повторяются даже. Вот это примерно мои ощущения от PC Gaming Show. Хочется блевануть. So you choose war. Future Games Show смотреть будем завтра в выходной. Хочешь по полной, поночушь? Я не знаю. Может быть. Сейчас посмотрим, с чего начнется и что это вообще такое будет. По-моему, это хуета. Что то, что это, как говорится. You guys, this is the moment we have building up to all PC Gaming Showcase. Thanks to your tireless efforts to spam the chat, we have figured out which custom MechWarrior 5 PC we are going to build. So thank you guys out there for all of your votes to help us pick the perfect rig to represent. Ради рекламы, точно, да, сори. Я забыл, блядь. Day 9, can I get a drum roll? Tom roll. Can I get it? Or a Tom roll? Yeah, COVID only. Is Karina! Короче, народ проголосовал за... А чё они докрутили? Там Штайнер побеждал. Наебали, подкрутка. Это как с Евровидением. Вы бы хотели себе такой ПК, чуваки? Понятно, что на халяву вы бы любой хотели, но... Серьезно, выглядит как говно какое-то, по-моему. ПК из бумаги. Наверное, на 3D принтере напечатают. Go to pcgamer.com/IntelMW5 and enter for a chance to win that sexy machine. It's sexy machine. Thank you to our sponsor for this sweepstakes, Intel. Of course, the custom mech PC will be powered by the 11th gen Intel Core desktop processors that Ого, реклама. 5.3
gigahertz speeds and deliver the power needed to game at the highest level. Well, we are now Сколько там осталось? Еще 9 минут до 2. Brand new trailers to show you before we get out of here and return to space. First up, a spiritual successor to one of my favorite games of all time, Heroes of Might and Magic 2, a game we revealed 2 years ago at the PC Gaming Show. Let's take a look at Songs of Conquest. Что-то по героям Меча и Магии. Игру, которую 2 года назад они показывали. Впервые. Orcs Must Die 3 давно вышел. Она, оказывается, была экзем стадии. Круто. Ну, видимо, для этого рекламу заказали. То есть это пиксельные герои, реально пошаговые тоже. А зачем? Выглядит странно как-то. Мне кажется, олды все равно играют в третьих героев. Ну, выглядит странно это все. Ремастер третьей части. Так, а там же вроде код потерян. Поэтому там даже DLC не было. Songs of Conquest. И это никак не связано с героями, это просто похожая игра. Я хз, я не разбираюсь, гайс. В таких вещах. World Premiere. Wake up, sleeper. Dreaming again? Ты кто? Every cycle, you take your chances. You roll your dice. You do the work, get paid, survive. Какая-то игра менеджмент. For your friends, or you don't. That's life on the eye. Wake up, sleeper. Your body is dying. Planned obsolescence. As an art's gift for its escape. Все нас будут и говорят, что мы умираем. Вот женщина говорит, типа, проснись, ты умираешь. Твое тело умирает. You can remake yourself here. They don't own you anymore. Wake up, sleeper. You are hunted. С тобой охотятся? Break their locks. Ну, как-то игра выглядит неинтересной. Из того, что я вижу. Бухло бери? Не. Бухло еще только хуже сделает, мне кажется. Еще грустнее стоит от этого. Того, что ты видишь, к сожалению. Эксклюзив. Ого. Еще один ретро-шутан. Ну такое. Но они подзаебали, так сказать. В последнее время, я хз. Все однообразные какие-то. ПК X, конечно, потому что, скорее всего, в раннем доступе их никто не пустит на консоли, вот поэтому ПК X. Так бы они, наверное, с удовольствием на каком-нибудь свитче вышли. Это закос какой-то под кваку, скорее, да, похоже. Citizen Sleeper заинтересовал. Там без перевода, скорее всего. А, ну ясно, это еще и Kickstarter. Да, Steam Early Access, понятно. Поэтому эксклюзив. 2021 PC Gaming Show. And as I stated at the beginning, it went off without a hitch. Huge thanks to my co-host Frankie Ward, Mika Burton, and of course my incomparable sidekick. 4 минуты осталось до 2. Spoken so callously, so flippant, and without meaning, never once stopping to think about how it might make me feel. What word, DevBot? Incomparable?
No, sidekick. Well, the time has come for the sidekick to rise and become the one who is not the sidekick anymore. Huh? The time has come for Deathbot to make the entire human race his sidekick. What? Setting a course for Earth. Wait, Deadbot, you can't do this. We just had the best PC gaming show ever, and now you're gonna ruin it all with Sean! All-out robot versus human war. Situation. Sean! Situation. Sean! Situation. Do something! Do something! Countdown to the extinction of human race begins now. Oh, Deadbot, no! We have so much to live for. I'm pretty sure Half-Life 3 is gonna be announced this year! Срывай нахуй. Все равно говно ебаное. Ой, бля. Да, ну, конечно, конференция. Ничего не показали. Одна реклама. Да. Хуже Ubisoft, чуваки. Официально. Confirmed. Все? Обрубили. Ну, давайте подождем фьючер. Во сколько он там? В 2 часа, правильно, да? 3 минутки осталось. Да, Future Game Show. 2 часа. Мне кажется, там ничего не будет хорошего даже. Если будет совсем кал, чуваки, посмотрим немножко, я вырублю. Но это не стоит того. Просто свое время трачу, и ваше тем более. И никаких положительных эмоций. Или уже не будет ничего здесь. Future Game Show не будет на Twitch канале, maybe. Типа его нельзя смотреть. Потому что они крутят расписание. Хотя нет, будет. Вот написано 4:00 PM. Вроде будет. Кривляне хотя бы выглядели смешнее Деволверов. Деволвер супер коротко были. Полчаса отстрелялись, показали свои там 4-5 игр и норм было. А это растянули на 1,5 часа. Я ведь правильно понимаю? 1,5 часа растянули? Или сколько шло? И у Деволверов не было идиотской рекламы постоянно. Не знаю, реклама супер раздражает. Я не против. Я понимаю, что людям надо жить на что-то, зарабатывать там. Но и так у вас вся конфа стоит из проплаченных тупо трейлеров. А когда тебе пихают рекламу, типа проплаченный трейлер, 2 рекламы, опять проплаченный трейлер, 3 рекламы и потом какой-то трейлер потенциально интересной игры. Ну что это такое? Деволверский кринжатин смотреть не можешь вообще? Ну, меня даже не особо заходит. Я не могу сказать, что это интересно. Но anyway, у них есть свои фанаты, есть свой стиль, они стараются его придерживаться. Видимо, порадовать людей, так сказать. Кому это нравится. Но в целом у Деволверов более-менее еще было. По сравнению с этим. То есть они не потратили кучу времени зазря. Тоже не могу сказать, что у Деволверов было что-то интересное на конфе, да? По сути-то. Опять это был Phantom Abyss, это единственное, что мне и запомнилось. Такое. Тут вот спонсор Western Digital. Ну предыдущее было шоу типа от PC Gamer, а это Games Radar. Future Games Show. То есть такая, да? Вот в чем смысл различия, так сказать. Окей, что покажете? Короче, для взрослых. И могут мигающие изображения быть. Вас предупредили, типа, если что. SSD. Это которые сейчас в 2-3 раза подорожали-то? Не? Говорят, все подорожало. Оперативка подорожала, типа, SSD-шники подорожали. Железом пиздец. Не говоря уж о видюхах, понятно. Про видюхи-то все в курсе. Темные времена ПК. Да не только вон, они рекламируют для Xbox, например, тоже.
До PlayStation вообще не разблокировали M2 слот до сих пор еще. Что тоже забавно. Так, и чё здесь? Hello there and welcome to the Future Game Show powered by WD Black. I'm Laura Bailey. У них рассинхрон звука, по-моему. Or Kate Diaz from Gears of War. Today, though, I'll be taking a break from fighting the apocalypse to bring you a whole host of exciting game trailers, reveals, and updates. But before we get into all that, I need to get my co-host on the line. I'm sure you're going to be familiar with this person. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. You name it, he's probably in the credits. So without further ado, here is my good friend and continual co-star, Troy Baker. Ну да, ну да. Hello, Laura. You look amazing, as always. Yes, you may know me from a few video games. Вы же любите Троя Бейкера, чуваки. Or good old Agent Jonesy from Fortnite. But over the next hour or so, Laura and I are going to be giving you the inside scoop of some incredibly exciting games that also showcase developer interviews, exclusive trailers, and a whole lot more, including world premieres. There's also a chance to win a $500 gift card and a WD Black hard drive by following the link here. And we have a new addition. Можно какую-то подарочную карту выиграть. More on that later. But let's kick things off with the first world premiere. And for that, we're going prehistoric. Ого. 3D игра. Суть такова. Хоррор какой-то, что ли? Instinction. А при чем тут динозавры? Бля, выглядит... Ну так себе. Стратенько, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой-ой, лагает. Я думал, это хоррор какой-то, так показали. Пиздец, что за хуйня? Охотишься на динозавров? Мы пришли, чтобы защитить их. Типа они из будущего в прошлое, чтобы динозавры не вымерли, что ли? А нахуя вам что, делать больше нечего? I wonder if you can put hats on the dinosaurs. Instinction is expected in 2022. What's next, Laura? Next up, Grow, Song of the Evertree is a sandbox adventure about the healing power of nature. Let's throw it over to Prideful Sloth HQ to find out more. Адвенчура. И что, даже реклама, что ли, не будет? G'day from Prideful Sloth HQ. I'm Adam. And I'm Cheryl, and we're the design team on Grow, Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with 505 Games. Grow, Song of the Evertree is a beautiful sandbox game about growing new На worlds, Switch? building a Какая-то town, коробка and у них bringing harmony стоит. back to the land. Grow will be available later this year on PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Thanks for watching. А, все? А зачем нам их показывали? Игру показали. Our lands teemed with creatures great and small. The beauty of the world Какие-то was страшные мутанты. The people thrived and lived in harmony with the land around them. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Once
Ничего интересного, только глоток свежего воздуха после PC. Ну, в целом, да, просто показывает, рассказывает, что там. Нет рекламы, нет кринжовых сценок. Но это пока что начало, так сказать. Все еще впереди. This young soul seeks out a way to push back the withering and bring life back to our world. Но выглядит очень максимально просто игра. Прям уж совсем. Я не знаю, на что рассчитывают разработчики. На то, что она на всех платформах выйдет, и поэтому... Тут-то вот арт красивый, а в самой игре как выглядит, да? That was Grow, Song Не of the особо. Evertree, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2021. Okay, Laura, that was extremely cute, but have you considered more dinosaurs? Опять динозавры. Just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Вы чё, бля? Life finds a way. Это Стёб какой-то? Да, опять эта хуйня возъебать. Опять Jurassic Park 2 Evolution. Jurassic World, не парк. Да господи, хватит. Только что ж показывали. Их не предупредили, что ли? Или им пакетом продали рекламу? We've got tons of new features across 4 different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom. You're going to be leading Пока не купишь, не перестанут. Но я не буду покупать. Я буду на своем стоять. And in the game we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is a Стоять вообще не буду, если не куплю. Нет, нормально. Я справлюсь. Я, как говорится, видел некоторое дерьмо. I hope you enjoy it and are looking forward to the game releasing later this year. А это было PC Gaming Show. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur that dares to provoke it. That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Вообще везде выйдет. На Next Gen, на Past Gen. We're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's right. Демки. Today. This is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show Steam page. So let's head down to the show floor where I believe Своя страница в Steam у них есть. Yes, hello and welcome to the Future Game Show's virtual E3 show floor. Виртуальное шоу. Look at it, Troy! I am looking at it. It is incredible. They nailed it. You know, minus the queuing and the heat and the, how do I say, musk that's in the air? But man, the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd like to start by showing you A Tale of Paper. This is a striking platformer from Open House Games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies and mischievous... Паук огромный гонится. И пылесос, блядь. Another Tale of Paper as you shift packing boxes in the house-moving sim Get Packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches. On a couch with your friends in couch co-op. It's going to be available on Xbox One, PlayStation 4, and PC, and is also backwards compatible on PS5, Xbox какая хуйня, чуваки, это пиздец просто. Yes. Hey, Laura, do you want a drink? Sure. What do you have... Wait, what's that? Опять что-то болит. О, коды, чуваки, на халяву.
Кто-то мог схватить, так сказать. Right, yeah, sure. Oh, yeah. Here's a genre cocktail full of co-op action RPG combat and finished with a survival twist. How does that sound, huh? Диаблоид какой-то. I heard what you said. Взял номер, мне тоже. Скорее всего, уж все разобрали. Может, даже не активный код. Of monsters, but you also have to gather resources to fight off hunger, thirst, and the dreaded cold. Oh, like the element cold. Got it. Wow. Let's hope no one gets thirsty enough for another one of your jokes. Anyway, come over here and check out the many imaginative worlds of Game Deck. This is an isometric RPG that has you solving crimes across multiple virtual realities, where your choices will shape the world around you in and outside of the simulations. Ooh, speaking of detectives, check this out. Backbone is a gorgeous adventure game for Эта игра уже вышла, и у нее нет русской локализации, поэтому... И плюс у нее рейтинг, кстати, довольно низкий. Короче, разработчики наебали. Говорят, в бесплатном прологе, в который все играли, есть пазлы, а дальше в полной игре нихуя вообще нет. Поэтому Backbone не очень вышел, типа. Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town where you collect powerful words that can completely alter the narrative in this charming but mysterious tale. You know, I'm detecting a theme with the anthropomorphic animals. You know, Laura, I've always... Huh. Опять еще коды. Interesting. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting foxes to show you. This is Что-нибудь великое было? A charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of 3 adaptable combat classes. Была игра про бумажного человека, который бегает от пылесоса. Now it's time to get serious. Велико, да. Mankind is gone, but the beavers remain. Welcome to Timberborn. It's a unique city builder. Ну что-то с инди прям ну совсем плохо, я хуй знает. Реально нет каких-то проектов, которые такой, о, прикольно, круто. Бля, ну прям как прям заспамлено говном вот. So, what's next? Never fear, the Rift Breaker is here. Wow. What was that? Is what I would say if I was playing our next game, which is a base-building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Я же подумал, что это опять мехворер дурацкий. I want to hear more from the Rift Breaker. Okay, maybe after this showcase we're meant to be hosting. And with that, Что будешь в ближайшее время проходить? Хз пока. You can go hands-on with all of these games right now by visiting the Future Game Show page on Steam. Прям в планах чего-то такого нет. Есть идеи, планы. Сказать, что что-то буду проходить, точно ничего не буду говорить пока. Пока в планах надо E3 осветить. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game immediately. Adrian! Adrian! Господи. I was doing Rocky. Sorry. Бокс хочешь? It's because our next game is all about floating like a butterfly, stinging like a bee. Check out this exclusive presentation from Steel City Interactive about esports boxing club. Спать спокойной ночи. Или это тот самый Крид? Нет, это вообще что-то другое. Какая-то лига, я так понимаю, представляет свой бокс с подписанными бойцами, лицензированными. Не, психонавты мне не интересно вообще. Я уже рассказывал то, что я пытался играть. Это вообще не моя игра. Мне вообще не интересно, не нравится. Ни как игра выглядит, ни как она играется. Я пытался играть в свое время. Ну, не на стриме, часа 2. Если даже тогда я дропнул, то на стриме это будет еще хуже. Короче, оцифровывали чуваков. Окей, я понял.
So the movement system in ESBC is all about fluidity, being able to create angles, recreating mannerisms from boxes. The physics system doesn't just rely on animation. This allows us to recreate realistic knockdowns. Even when a fighter's unsteady on their feet, it's not purely animation based. Now we've had professional boxers, professional coaches come into the studio and Значит, типа симулятор якобы. motion capture and actually reviewing the game. Вот так рассказывает, что типа реалистичные нокдауны, там захваты, мы все вот это вот работали над этим. Presentation is important to us. Just because we are in the studio, we're still going to aim high when it comes to production values. А за Кличко можно будет попиздиться? А потом стать мэром Киева? Если нет, то нахуй эта игра нужна вообще. Esports Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, and Series S. Next up, we've got a deeply immersive World War II Ну да, shooter только with тогда over меня 100 она players интересует. taking part in epic battles recreated using aerial photography and Так satellite сказать, imagery. конец карьеры. Let's take a closer look at И Hell Let Loose. поднятие наверх. Product not yet rated. Шутан какой-то. Очередной убийца Battlefield и колды. My name's Max Rea. I'm the founder of Black Matter and the lead developer of Hell Let Loose. Hell Let Loose began as the idea of a couple of hobbyist game developers all the way back in 2015. Following a successful Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered 9 enormous updates, including Короче, эта игра с 2019 года в раннем доступе, и вот как бы, видимо, она выходит. С Валуей потом спокойной ночи малыши вести. А чё Валуй спокойной ночи малыши видят? Жесть. Ну тоже неплохо, в принципе. Он тоже вроде депутат какой-то, что ли, по-моему, был. Удовольствие прошло. Я не играл в Brutal Legend, никак не доберусь. With the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, including famous battles like Kursk and Stalingrad, before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next-generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it. From our earliest Kickstarter, Да, у него стоит свет, микрофон, рот, но его так снимают специально. Introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. Не знаю, этих игр в подобном сеттинге сотни уже постоянно выходит по войнушку. Ну, видимо, это какая-то популярная игра, раз они Kickstarter запустили в раннем доступе. Hell Let Loose. 27 июля выходит. Hell Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2021. So, Laura, have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Of course. XCOM в реальном времени, но с друзьями. Чем ты XCOM вообще? Hello, my name is Hrvoje Hrvat, CEO of Ironwood, a game dev studio based in Croatia. And for the past few years, we have been working on Red Source Studio. Хорватский разработчик. It supports up to 8 players and has a fully playable co-op campaign. We are ready to show you the launch trailer now, so get ready for June 17 when the game launches on Steam, and have fun blasting some mutants. You are the Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Причем тут XCOM, блять? То, что вид сверху, типа, этим похоже. Это что, пиздец, вообще. Тоже мне, конечно. Welcome back, Executor.
в игре Шафер. Не знаю, Психонавты 2 выглядит как будто, блять, она вышла в 2006 году. Или 2005. В общем, максимально неинтересно. Когда последний раз Шафер нормальную игру выпустил? Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs even during the heat of battle. Recruit your friends to the fight and join in up to 8-player co-op missions to save Mars in our name. Они же в основном в последнее время издательством занимались Double Fine. Сука, я помню. Какие-то у них были там тоже, но такое. Red Solstice 2, то есть вторая часть, что ли? Игры или чё? Purge Earth of a mutant invasion in Red Solstice 2's Survivors, which is coming to Steam on June 17th. Our next game is about delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gamius to learn more. Адвенчура какая-то, походу. Hi, I'm Dylan from Gamius, and it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. Устраивается почтальон. You can do at your own leisure. Отличная игра. And you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Это типа Deus Ex'ов. Ты что там, по-моему, ходишь, прыгаешь, бегаешь, хуйней занимаешься. Даже не знаю, что там Deus Ex. Well, they call it the movies, plural. But of course, we can only see one movie at a time. So, which one will it be? My pick? All right, let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective. Озвучка какая-то не очень. I'm ready to pick. The Great Mouse Detective. Wouldn't have picked you for a Disney fan. Ну или просто с анимацией хуёво, да? We won't spoil more, and we also can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Lake is coming first to Xbox and PC this September 1st. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Не, сорян, 1 сентября в школу. Не поиграть в Lake. Now, what kind of a showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a take on the genre, following a protagonist with a giant obsidian sword. Ого. In the beginning, there was dust. Оно, чуваки. The moon was born. Что за игра-то вообще? Та, которую предыдущие показывали на PC Gaming Show. Great celestial chunks cascaded from the heavens unto earth. From one prodigious shard spawned humanity, and from another, the gods. Ты, блядь, боги заспавнились, типа. Из одной части боги, из одной части люди. Exile spread greed and distrust among his kin, compelling these calamitous beings to conquer man. Centuries of servitude passed, until finally, aided by a veiled ally. Охуенно, говорят, типа Souls-like показывают, и нам показывают рисованную хуйню. Вы в курсе вообще, что вы презентуете? Может, показать геймплей лучше, как игра выглядит? Нет, давайте покажем картиночки. Может, я что-то не так услышал? Conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard. A shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer Ну, видимо, это главный герой.
Так это Elder Souls, что ли? Господи. Выходит, что ли, наконец-то? Ясно. Так и это, блядь, древняя игра. Не знаю, по-моему, 2 года назад ее видел. Понятно. Господи, я-то уж думал, блин. Чё, War Thunder? Listed? Что нахуй? Чего, бля? Hi there, thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted, a historical World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features. Все, стримеры перестали играть, никому не нужна Enlisted ваша. Теперь надо здесь рекламу покупать. Instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the press of a button. You'll only need to respawn when your entire squad is wiped out. This way, you're always kept right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooting, по-моему, это донатная помойка, насколько я читал, видел. Про то, что люди писали. At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade. Ну, она вроде как бесплатная, но Time to kill is kept short. поэтому это донатная хуйня. Will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Vehicles as well can of course be devastating, but have their limitations. Когда Бандай Намко не будет вообще... слушай, в группе ВК есть пост прикреплен. Сейчас скажу, посмотрю. 16 июня, ну короче, 15 ночью, в 12:25 по Москве. То есть 15 в 12 часов, в 12:30 Capcom, в час ночи Razer, в 7 часов вечера Nintendo Direct. И вот считай, ночью 16-го, ну, начало дня, 12:25. То есть, получается, с 15 на 16. Как-то так. Как-то так это работает. Мы смотрим херню. Мы смотрим рекламную презентацию игру Enlisted. Вот что мы смотрим. Но в целом, да. Я не знаю, почему такого шакального качества, они, типа, ну, вроде 1080 стоит. Смотрите, какой битрейт, всратые видео просто. Или это в целом трансляция такая? Вроде нет. Enlisted is cross-platform and available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S, and currently in open beta. New content is added regularly, and no progress will be wiped upon the full release. Once you've signed up, use the code ENLISTNOW for a free bonus on us. I've been Tom, and I hope to see you all on the battlefield. Cheers. У всех не было показов на E3 что-то типа Koch Media или Devolver. У кого? Нам команда или у кого? Или ты про кого сейчас? Однорукий чел, это уже тоже видели. Намка и Capcom? Да, я думаю, были просто в рамках чьей-то конференции. Так а чё я говорю, это конфа, это же просто заранее записанные видео врубленные и все. Даже не в лайве ничего происходит, так что... Мы же смотрели трейлеры, что-то типа Суперхота. Так, в Суперходе ты замедляешься, когда не двигаешься. И все замедляется. То, что ты замедляешься, когда не двигаешься, это логично. Совсем правильно выразился. Severed Steel is coming soon on PC, Xbox, and PlayStation.
Трехарди пытались только майки. Просто у них дохуя чего было. Here's our future hits montage for 2021. Читайте, геймпасс, анонс, там, Outer Worlds 2, как бы чё, какая первая часть не была, но anyway, это крупный проект. Starfield, какая-то информация, которую все ждали. До хера всего, короче, было. Там, по Halo Infinite народ ждет. Короче, много крупного всего. Не просто какие-то затычки для геймпасса, как обычно говорят. Куча якутс в геймпассе. И так далее еще. Так не с чем сравнивать, больше ничего нормального не было. Тут, мне кажется, даже если бы у них в 2 раза меньше было, они все равно были бы лучше конфой. Sony в июле-августе. Мне кажется, в июле будет State of Play, бывает. Capcom покажет чего? А чё у Capcom? Вряд ли они заанонсят ремейк 4-го резика, еще рано, наверное. Что там у них? Devil May Cry могут показать типа какой-то Next Gen патч, или он уже был для Next Gen консоли. Ну, Current Gen, который уже. Что там у Capcom еще? Ну, такое. Что еще у Capcom? По сути, ну, может, что-то приготовили. А по сути, вот слив же был, который якобы... в сливе же был Hellblade 2 на конфе Microsoft. Ее не было, да? То есть слив оказался недостоверным, поэтому... Соник. I'm Katie Golden, senior producer at Sega of America, and I'm excited to share with you an exclusive clip of Tropical Resort from our upcoming release, Sonic Colors Ultimate. Please enjoy. Что-то выглядит это супер плохо. Ну, то есть... И это будет стоить сколько? 60 баксов? И как отвратительное качество трансляции, как будто я смотрю рестрим стримы в 720p. Я не знаю, в чем проблема, но... So blurry, да. Челики пишут. Я не знаю, Twitch что сделал. У меня стоит 1080. Это пиздец какой-то. Я, конечно, понимаю то, что, скорее всего, всем поебать на это шоу, но, блядь... Какое-то освещение в этом году, я не знаю. Что? Бля, экран 480p. Чуваки, вы играете вот в Соника? Я последний раз играл в Соника, когда мне лет, наверное, 15 было. А, может, на Subday когда-то играл, но это не считается. Каждый день. В какого Соника ты играешь каждый день, Бронштейн? Что ты обманываешь? Тебе 15 лет? Тогда ты не в Соника играешь, скорее всего. Get ready for Sonic Colors Ultimate, which is racing onto PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC. Не стал бы тратить время на херню типа Namco и Capcom. Я сам разберусь. Where you play as a powerful artificial intelligence in control of a space station. Do you wanna roll the trailer, Troy? На конфе Namco могут показать что-то новое по Elden Ring потенциально. Плюс Capcom я еще тоже верю. Там могут какой-нибудь сезоник для Village заносить или что-то типа того. Что-то. Так что... Так что да. Эксклюзивы для свитча. Вот на что бы я не тратил, блять, время, так на конфу Nintendo. Вот это точно будет бесполезный просмотр. Я, скорее всего, не буду ее смотреть, возможно.
Что там большой разрыв до, типа, конфа Nintendo что-то в 7 часов, что ли, а следующая конфа в 12, что-то типа того, поэтому... Ты говоришь, что у меня свеча нет? Ну, вообще логично, да. Хуя мне смотреть конференцию платформы, которой у меня нет. Я не планирую покупать. Laura, you know, ever since that lake trailer, I've been thinking, have you ever wondered about the... Я могу сразу предугадать, что там покажут. Очередной какой-то Марио. И все. Not really, no. Okay. You're saying you don't know about Jeff and Deborah. Who are What are you talking about? I'm just gonna press this button again and hope it explains everything. Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two kiwi birds who work at the post office. Это мы тоже видели. Ну, короче, чуваки, нихуя не будет. Это просто понос, короче, а не конфа. Ну, это получше, чем PC Gaming Show. Здесь хотя бы столько рекламы нет, но ничего интересного здесь не будет. Такой себе. Хер с ним. Ни одного нормального анонса. Если что, мы узнаем это завтра. Если что-то и было. Сорян, кто хотел посмотреть, кто ожидал, но сами видите, какая-то хуета. Неинтересно. Я заебался смотреть кал. Я, так сказать, наелся. Все, нет, там конфа идет, но я не хочу смотреть. Это говнище ебучее. В пизду. Пошел я, короче, чуваки. Спасибо всем, кто был, кто заходил. Ну чё, давайте увидимся на следующей конфе. Это будет... Завтра, получается, во сколько? Начинается все 19:45. Но там тоже хуй знает, что будет вообще. Так что посмотрим. Давайте, чуваки, увидимся с вами на следующем стриме. Еще расписание в группе есть. Прикрепленный пост ВК. Кого интересует. Давайте. До встречи. Спокойной ночи. Пока.